Всем добра. Ну что, перекрестимся и пойдем убивать, по крайней мере пытаться. Начнем сразу же, я думаю, с тени. Уж очень она мне не нравится. Возможно, даже я закину... А что с тобой, робот? Чё вы тут все, блин? Пугайте меня постоянно. То есть пацана выставляем. Надо максимальный урон наносить. А тут два крушителя. Мне казалось, что там один. На R, кстати, можно посмотреть. Да, всего 5. Получается 5 бойцов. Раз, два, три, четыре, пять. Вроде как не страшно. Но это, мне кажется, обманчивое мнение. Соточка, да? И у нас перезарядка. Давай последний раз. Как говорится, перед смертью не надышишься, да? Но последний раз я хочу глянуть. Может, что-то по скиллам я улучшить могу. То есть, допустим, здесь, если я уберу... Отражающий щит, что-то я так и не понял, как работает. Ага. Кислота. Кислота нам не нужна, правильно? Соответственно, мы что-то другое можем взять. 20 шанса крита с фланга. Из засады. Ну вот с фланга, да. То есть это точно лучше. Вообще вот это все можно убрать, да? Мне кислота против них вообще не нужна. Соответственно, у нас 8 доступно. Эта ветка мне не интересна. Тут с фланга и из засады. Это 40 крита. Остается двойка. Ну, вот это возьмем. Окей. Чисто под этих чуваков затачиваемся. Дальше здесь. 4 нам надо, да? То есть, ну, бросок, в принципе, возможно, мы будем использовать. Здесь все хорошо. Дальше. Перемещаться мы особо не будем. Шанс криту у нас нету. То есть мы можем любимец публики забабахать, да? Вот так вот. И вообще посмотреть, что это за зверь. Шестерка. Она просто скидывает его. И это, кстати, это, заметьте, это одно действие. А ей, интересно, надо управлять этой штукой или нет? Это будет прикол, если я сюда кину. Да, а этим пулеметом нужно управлять. Наверное, я его все-таки здесь поставлю. Сейчас, секундочку. Я посмотрю. Вот, не, вот на эту точку, да, вот он стреляет. Да что ж ты на двойку нажимаешь? То есть, получается, да, мы ставим пулемет. И, возможно, с пулемета стреляем. Потому что пулемет стреляет 2 раза. Ну что, погнали? Выглядит, что он сам, да, работает? А, нет, я навожу. Значит, надо было его дальше кидать. Но будем знать в следующий раз. Начинаем работать. Погнали. Очень мало хп, да, снимаем. Фишка еще как в чем? Пулемет по площади бьет. То есть до того, как я кину отросток, мне надо выстрелить с пулемета. Блин. Давай, нет, я сразу с пулемета стреляю.
Она уже не в засаде, кстати. Давай смотрим. Хорошо, минус 70, минус 7. А, он 2 раза еще стреляет. Отлично. И все? Ну, будем знать. Ну, хорошо, что он попал все разы. В целом, пока что мне нравится ситуация, да? Мы можем закинуть гранатку. Вот так вот, да? Добить минус 1. Сделать. Отлично. Выстрелить сюда. А может ты добьешь? Ну ты никак не добиваешь, да? Элвис. 68. И, конечно же, я не проверил тебя, прежде чем ставить. Шестьдесят 68. Ну ладно, здесь стреляем, получается, да? Другого варианта нет. Если мы зафейлим Элвисом, это будет очень печально. Его надо было вот сюда ставить. Но еще есть возможность его перевести в целом. И, наверное, это стоит, да, сделать? Давай. Переводим. А, я ему еще не восстановил. Нормально я подготовился к бою в целом. Неплохо. Так. А Дикс еще может выстрелить, да? Секундочку. Тогда мы работаем Джейд. 130. Если Дикс добивает, что делает Элвис, тогда вопрос. Элвис встает сюда и Overwatch ставит, правильно? Или может сюда, кстати, поставить Overwatch. Что у тебя по дистанции? Да, ты отсюда не достанешь. Поэтому тебе надо ставить сюда и молиться, что они по бочкам не стреляют. По идее, еще ни разу они по бочкам не стреляли. Отлично, минус тень. Давай, вставай на Overwatch. Мне кто-то сказал, что Overwatch стреляет, пока есть патроны. Но мне почему-то кажется, что он всего лишь по одной цели стреляет. Поэтому как раз мы сейчас это и проверим. Вот он выстрелил раз. А да, Overwatch остался. Кстати, это намного облегчит мне жизнь в будущем. Очень серьезно. Причем мне это жизнь облегчит. Я не знал это. Ой, так. Дикс вообще не очень, да, ощущает себя, мне кажется. Тут у нас пятерка. В кого? Наверное, в тебя. Это одна единица действия. Одного оглушили, да? Стреляем. О! А, нет, ты себя убьешь, если ты в бочку выстрелишь. Можно отойти, но нет. Давай тут по тебе посмотрим, что ты можешь. Ты можешь по нему выстрелить. Он взорвется, да? Он взорвется. Вот этот товарищ. Взорвет бочку. Я получу урон от кислоты и от огня. Прикольно. Очень интересно, конечно, но, наверное, я, пожалуй, отойду.
Да, через бочку мы его убьем. То есть здесь тоже отходим. Но так, чтобы было соточка, да? Раз, два, три. То есть вот сюда куда-то. Стреляем. И по бочке стреляем. Зря оттолкнули, кстати. Он здесь стоял, да? Мы его тоже убивали. Ошибка. So predictable. Но метатели слабые. С хороших новостей. У тебя тут выбор небольшой, да? Стреляй тогда. Десяточку оставил, непонятно для кого. Ну, тут как будто бы надо чуть-чуть отойти. Раз, два, три клетки, да, допустим. И просто добить его. Причем он нас флангует, соответственно, Дикса тоже можно поставить, чтобы он стрелял по Диксу. Хотя у Элвиса тоже уже довольно-таки много брони. Давай с большой вероятностью его убьем, чтобы 100% было. Проверяй, убили. Самый прикол, если он сплэшит. Будет очень весело. Я так, ребят, поставил красиво. Вот это вот планирование, да, про которое я забыл. Да, прикол. Просто не убил метателя, получил еще одного. А здесь ты выстрелишь? Да, ты убиваешь 69%. А побольше есть шанс? Соточка, да? Ну надо убивать. Надо убивать, получать здесь плюс. Ну тебя мы заберем, ладно. Получим, да, немножко. По лицу. Что поделать? Может он по Диксу выстрелит, да? То есть я Дикса... Хотя Дикса можно через рывок вот сюда подвести. Или сюда, да, допустим. А, хотя он все равно травится, да? Он здесь побежит, он травится. То есть... Но все равно лучше сюда, чтобы метатель уходил под снайпа куда-то. Да, он получит урон. Останется с 6 хп. Но на то он и танк, правильно? Отлично. Последний остался. Я надеюсь, он сейчас не будет реплицировать себя. 50. То есть этот гаденыш даже не соизволил. Не соизволил пройтись куда-то. Мы убиваем, получаем халявные хпшки. О, блин, справились. Это было очень жестко. Еще одна огроменная воронка. Прям притягивает мою перчатку. Эта штука либо сделает тебя богом, либо разорвет на куски. Уже не знаю, что именно. Ну погнали. Поднять. Что там поднять? Сколько злости. Я чувствую твою боль. Позволь мне
исцелить тебя. Загорелась оранжевым. Перчатка оранжевым загорелась. Измотала тебя эта воронка. Помнишь мамину загадку? Чтоб стену крепкую пробить, миазму нужно исцелить. И каждая смерть тебе в награду даст то, чему все будут рады. И ты поймешь, что перчатка готова. Она станет гореть оранжевой. Значит, я смогу пройти за стену. Я смогу пройти за стену. Захватывает контроль над врагом на 2 хода. О, да, детка. Это то, что мне не хватало. Все здесь. Давай быстро пробегу, посмотрю по луту и будем возвращаться в город. Так, вот ключ-карта из офиса, да, что мы залутали. Тут что-то лежит интересное. Уменьшитель. А, вот, кстати, я не знал, что за уменьшитель. Уменьшает цели на 3 хода и уменьшает их урон на 50%. Тоже неплохая вещь. В случае смерти может вызвать клеточную нестабильность. Ну, такое себе. Посмотрим. Записка о доступе. Внимание! С понедельника следующей недели для входа в архив будет необходимо иметь 3 бронзовых медальона. Кроме того, для предотвращения доступа посторонних при входе в туалет нужно будет поместить предмет в форме дробовика в руки статуи. Мэр Бёртон. Ничего интересного в итоге я не нашел. И, кстати, смотрите, опять, да, изменилось, посветлело все. То есть на всех локациях было темно, пока миазма бушевала. Миазма. Мы вот с Эрлом еще не общались. А, не общались, он тут дурачок. Так, вот я нашел Калеб Фламмера, да? Это бармен, который рассказывает, как скучает он по пиву. И даже по жене скучает. Живая всех живых, да? То есть... Свои ценности в городе за 50 кусков я скажу вам, где тайник. Мы сокровища не нашли. Вот такого, да? Послушай, братан, вы сделаете большое одолжение. За 50 кусков пластика. 50 кусков это 50 всего, да, получается? За баром есть ворота. Отоприте их этим ключом и сможете сказать мне спасибо. Мы получим уровень, да? А это что, это лут какой-то? Нет, это просто оранжевая лампа. Да, мы здесь не были. Интересно, как это пропустил я? Сразу 10 вернул. И, видимо, это сокровище мы сейчас получим как раз. Которое я не мог найти. Ой, квест. Добро пожаловать в мой магазин, полный сокровищ из самых темных закоулков Америки. Давай, еще микросхемы. Вам нужны еще микросхемы? Конечно, нужны. Поговорите с моей дочерью на небесном киту. Антропология, да? Плюс 3000 и еще микросхемы. Интересно, 9.11, в принципе, нам уже подходит. А кто вот это? Это просто чувак какой-то, да? Давай, открываем ворота. Поднимаем. Палка радости, да? 750 опыта. Джойстик. И нам этого не хватает до уровня 19468. Бежим к мэру. Скорее всего, он сейчас нам как раз и выдаст.
Ура! Панталоны Святой Маргариты. У вас получилось. Вы спасли город. Клэнси, а где мэр? Не знаю. Похоже, что он просто встал и ушел. Он не может. Он должен быть где-то здесь. Может быть, он пошел в туалет поссать или... Он просто голова. Голова не умеет ссать. Его телохранителя нет тоже. Его-то голова как раз на месте. Видите? Мейсон предала? Зачем он это сделал? Какого черта здесь происходит? У нас пропал мэр. Это плохо. Сегодня вы победили Маязму, но она вернется. Глазом моргнуть не успеете. Маязма выходит из-под контроля. Сейчас нам как никогда нужен лидер. И он перед нами, Клэнси. Элвис должен возглавить нас. Джозеф? Он смышленый охотник и бесстрашный тактик. Он спас наш город уже дважды. Если он не прекрасный кандидат в мэры, то же еще. В этом есть резон. Элвис, готов ты взяться за эту работенку? Да, он в деле на 100%. Ладно тогда, Элвис, каков будет твой первый приказ в новой должности? Мы уходим. Что? Я не знаю, что говорит Маязма. Единственный человек, которому это известно, моя мама. Теперь перчатки хватит силы, чтобы пробиться сквозь стену. Наконец-то. Мы сваливаем. А перед тем, как мы свалим, мы получим уровень. Замечательно. Мы присмотрим за городом, пока ты не вернешься, Элвис. Удачи в поисках Хамахти. Ой, куда нам надо идти? Стена миазмы, да? Но я бы прошелся, наверное, по сюжету 7-9. Да, нам надо догнать уровень немножко. Потом пойдем дальше. Хотя... Там писался какой? Тоже 4-6 уровень, а меня чуть не ушатали в прошлой миссии. Наконец-то мы идем к Хамахти. Спасибо, что выполняешь свою сделку. Ладно, подождите балаболить. Нам надо разобраться. Здесь, во-первых, мы меняем крит назад на кислоту. И на отражающий щит. И уже нам надо ячейку брать вот эту. То есть вот так вот получается, да? И сюда. Бесшумно наносит врагу 90 единиц урона электрошоком. А это бесплатно? Не за манну? Давай возьмем. Проверим, по крайней мере. Дальше тут выбор небольшой у нас. Все, в принципе, надо. Ну, кроме вот этого. А если мы это не берем, то какие у нас варианты? Автоматически бьет в ближнем бою. А за непрерывные выстрелы по одной цели. Но хотя он танкует, ему здоровья надо. Тот против милишников неплохо, конечно, залетает. 40 очков здоровья. Ну, пока что давай так возьмем. У нас сейчас полное здоровье. И вот так. Здесь. Здесь возвращаем снайперский выстрел. Это всего лишь плюс 10 к криту, не плюс 20. Это развод. А вот по врагам с полным здоровьем 20 шанс крита, это круто, потому что мы же убиваем по чуть-чуть людей, да? Ну, не людей, всех. Но пока что не хватает нам одной ячейки. Пулемет мне тоже понравился, на самом деле. Давай ярость возьмем. Криты, они везде криты. Бежим к стене. Мама на той стороне стены. Она нас ждет. Мы тебя прикроем, братишка. Вот она, стена. Я думал, здесь бой какой-нибудь будет, но вроде нету.
В одиночку с этим никому не справиться. Тебе нужна помощь. Кому? Мне надоело ждать. Эта перчатка все, что у нас есть. Сколько раз ты уже пытался проделать дыру в этой стене? 39. 38. Вы оба чокнутые. В прошлой попытке я был просто механиком. На этот раз. Ты у нас настоящий герой. 11 уровня. Ладно, ладно. Просто не подходите слишком близко. Оранжевый свет. Помни тренировки. Дикс. Завали. Сжигай края, чтоб туннель не затягивался. Я смогу. Я смогу. О, а это еще цивиха, да, одна? Твою перчатку достанем. А, нет, это наша. У девчонки есть своя перчатка. Какого? Та сторона, я ее вижу. Она сопротивляется. Жги края. Мы справились. Ты это видишь, Дикс? Она открылась. Отлично, Элвис. У нас получилось. Стена. С 38-й попытки мы сумели прорваться через стену миазмы. Это было нелегко даже с помощью Джейд, которая, как оказалось, все это время тоже носила с собой перчатку. Точно не знаю, что об этом думать, но, по крайней мере, она поможет нам добраться до мамы. Фу, я аж вспотел. Хроника 2. Небесная платформа Аару. Крепость семьи. Вот где весь лут. Вот куда мне надо. Сборщик. Я справлюсь, я справлюсь. У меня все под контролем, все под контролем. Это, кстати, этот Квендил Зил, про которого все роботы говорили, что он их создал там. И он создал... Я Квендел Зен, бессмертный правитель южных регионов Америки. Время не властно надо мной. Уберите отсюда этого сборщика. Здесь не место для боевых машин. Пока кто-то из вас посылает ко мне наемных убийц, сборщик никуда не денется. А теперь, мои простые и скромные советники, дайте ответ. Вы нашли мою сестру. Мы засекли всплеск силы из украденной перчатки у золотодобывающего шахты. Но источником всплеска такой мощи не могла быть всего лишь одна перчатка. Похоже, их две. Других перчаток не существует. Мы убили исправителей. Так, все до единого? Согласно полученным данным, мои сборщики прикончат этого беглеца и вернут мою мятежную сестру домой. Все просто. При всем уважении, сэр. У нас есть более важные задачи.
Моя сестра — часть первой семьи. Без семьи Америка перестанет существовать. Скажи мне, Зарин, что может быть важнее этого? Ваша фабрика. Что бы там ни изготавливалось, оно злит миазму. Она распространяется со скоростью, невиданной десятилетиями. Достаточно! Не вы здесь принимаете решения, скользкие, двуличные, безмозглые идиоты. Найдите мою сестру. Вы ведете себя как ребенок. Закройте фабрику, пока вы не уничтожили нас всех. Сборщик. Убить. Подожди. Вы... Что только что произошло? А он убил всех, кроме этого чувака? Каков наш приоритет? Найти вашу сестру. Великолепно. Заседание закрыто. Да, интересно. Мы прорвались сквозь стену. Никто нам не поверит. Я и сам не верю. 39-я попытка оказалась удачной, да, Дикс? Мама может нами гордиться. Весь город будет целовать нас в задницу, кроме мэра. Чего вдруг он нас бросил? Да все просто. На нас напали. Он визжал как трус. Он не трус. Он управлял этим городом 80 лет. Диск первой семьи — настоящий ящик Пандоры, полный секретов. Кто знает, что он в нем нашел? Не знаю никакую Пандору с ящиком, но знаю, что когда снова увижу Мэру, я ему задам. Где была эта перчатка, когда мы сражались с Трагулом? Неужели я слышу благодарность? Без тебя мы бы не прошли сквозь стену, Джейд. Не морочь мне голову. Где ты ее взяла? Украла. У первой семьи. Они украли ее у кого-то еще. Не знаю у кого. Поэтому они за тобой охотятся. Это я охочусь на них. Или начну охотиться с помощью Бхамахти. Послушай, Элис, я как ты. Я ни черта не знаю про эту перчатку, но пытаюсь научиться ею пользоваться. Мама не будет ждать нас вечно. Давай найдем ее. И я совсем забыл, что мы можем выбрать мысли червя. Правильно? О, у нас призыв Хапуги есть. Энергия 70. Но вот это вообще, мне кажется, тема прикольная будет. 2 синих ячейки. Увеличивает дальность. Годится. А что здесь за синяя? Не расходуется ОД. Ну, храм исправителей. Время пришло. Перчатка Джейд. Джейд рассказал, что у нее тоже есть перчатка. Это, получается, она тоже сможет использовать магию. Это означает, что теперь вы сможете выбирать силы миазмы для Джейд на экране группы. Прикольно. Что ты можешь? Ты можешь призывать Хапуг. Годится. Кислота наносит 20 урона. А зачем мы своей же своему называть Хапуги наносить урон? Похилять, кстати, возможно. Да. 30 единиц здоровья. Но это расход энергии тратит. Ничего я не буду ставить. Просто Хапугу призываем, и пускай он там мучается. Что у нас по карте? Храм исправителей мы, да, находимся в храме. Тут сокровищ нету. Холмы Кентукки — это предыдущая локация. Все, понял. 2 варианта, куда пойти. Погнали. Он что-то начал говорить, я его прервал. Ну уж простите, извините. На той стороне. Не вижу лута никакого. Сразу видим 2 квеста, да, там. Мне кажется, здесь ничего не будет. Ну, из бит. Хотя не факт. Возможно, новые герои какие-то.
Ух ты. This was Вот some это был fight. бой так This бой. was editors Это versus была война first из family. правителей с первой семьей. It got Они друг vicious. друга не жалели. Miasma covering Все everything. затянуло маязму. How can Как Balmati survive out here? Махти смогла выживать She здесь? survives in there. Может быть, она выживала там? Вон дверь. Сюда мы не можем идти, да? Какая-то вещица. Последний рубеж. С помощью миазмы мы разделывались со сборщиками на пределе сил. Но они все пребывали и пребывали, тесня нас одним лишь числом. Казалось, мы обречены. Но бесстрашный Пек Пенствилл и Пхам Джадет объединились в силы, смогли сдержать сборщиков, дав нам время отступить в храм и запечатать дверь. Я до сих пор слышу крики наших друзей. Они отравляют мои сны каждую ночь. Так а где дверь? Что я не вижу. Вот. Это... Вот эта дверь? Да. Какого хрена? Jade, tell Джейд, us what we're скажи нам, seeing что here. перед нами? No idea. Statues of Статуи без Hands? рук? Gloves. Just like the Перчаток. ones you're wearing. Такие же, как ваши. Bad guys? Плохие No, just парни? statues. I think. Нет. Просто статуи, мне кажется. О! Звездные врата. Старгейт. Some kind of Ворота, focused образовавшие miasma forming a gate. сосредоточием миазмы. These wires are Эти linked to провода it. к ней подключены. По-любому Старгейт. Пойдем спасать человечество. Вон еще одни. Здесь проводов никаких нету, да, походу? Not budging. Хотя, возможно, вот это как раз два входа и будут, да? И там тоже врата. Интересно. Рубильник, что ли? Да, рубильник. Какой-то побочный квест синий горит. Не хочу я втереться сейчас во что-нибудь. Инвертор КВТ 1.0. Снижает расход энергии на применение... О, это интересно. Куда мы это вставляем? Сюда, да? Скорее всего, захват контролем я буду частенько пользоваться на сильных боссов. Тут я, пожалуй, пригнусь на всякий случай, да, чтобы... Ну, вроде как спокойно все. Вначале полутаем, потом будем уже с консоли играться, да? Потому что сейчас призову. some kind of workbench. Что-то вроде мастерской. Тебе должны быть знакомы эти запчасти. Gloves, Перчатки. just like ours. Такие же, как у нас. Может, мы сможем восстановить армию? Так, здесь Whoa, аккуратно. look at that machine. Never seen anything like Где it. машина? Я не вижу машины. Сейчас быстренько пробежимся. Я надеюсь на пушку до сих пор. Nanocompressor. Нанокомпрессор. Странные Weird модификации. Ничего себе. upgrade. Something else. What does it do? Что он делает? Tough Сложно to объяснить. explain. Особенно двум Especially мальчишкам to из two Застой boys from Тауна. Sedentary. Мне кажется, что эта деваха какая-то серьезная мадемуазель, да? Самый прикол, если она его мамкой окажется. Это будет весело. Ладно, больше ничего нет. Запускаем квест синий, да? И надеюсь, что мы с ним справимся. What's that? Что это? Some kind of Какой-то blueprint? чертеж? Yeah, first Да, family это tech. оружие. It's a weapon. Противное такое. A nasty one. Nasty's Противное, это good. хорошо. Where's the А где parts? детали? Nowhere near Здесь их here. нет. Well, like Ну, he said, как сказал Пит, families технологии dropping their первой tech all семьи over the разбросаны по Badlands. всем He пустошам. did say that.
Так он и сказал. Детали-то где-то есть. We just need to Нужно find только them. их найти. Ah, spoken like Слова a истинного true добычника, Master генерал. General. Будем Let's keep an повнимательнее. eye out. Оружейник. Новое задание. 10-12. Мы нашли старый чертеж мощного оружия. Осталось только найти детали. И можно попробовать собрать эту вещицу. 5 деталей, да, нам надо будет собрать 20 тысяч опыта. На секундочку, да, у нас всего 17 тысяч. Получим 20-ку. Это сразу уровня 3-4. Проблема только в том, что я соберу его, наверное, под конец игры. Это оружие. Ага, что я вижу? Я вижу пушку. Warbot. Боевой old робот, model. старая модель. Think I can jack in? Интересно, смогу ли я подключиться? Расскажет про войну, наверное, нам. Они идут. Держитесь за мной. Назови свое назначение. Ликвидатор оборонительного класса С-класса. Задача 1. Защищать храм исправителей. Задача 2. Защищать тебя. Protect me. Защищать меня? Кто тебя запрограммировал? Ты. 25 лет назад. Добро пожаловать домой. Хорошо. Right. Получен доступ к истории. Запись о последнем задании. Эми первой семьи заморозил нанореактор. Коллекторы провалились за ворота. Killed the editors? Они убили исправителей? Нет. Они забрали исправителей. Допрашивали их. Никто не выжил. Я провалил задание. История Эдизон 6642. Когда правительства показали свою несостоятельность в жестокой войне между тремя уцелевшими мегакорпорациями Америки, победила Эдизон. Проигравшие были поглощены ею. Sleep well, buddy. Ну, интересно, то есть мы его запрограммировали, да? Наводит на мысли. В принципе, исправители магами How long has this были, place да? been here? A really long time. Очень давно, Джей говорит. Сразу же идем за пушкой. Ага, то есть халявы не будет, да? Ну, давай поищем, может, ключ здесь где-то лежит. Допустим, вот это, да? Я надеюсь, это ключ? Нет, это энергетическая суперячейка, чтобы восстанавливать киловатты членов группы. Эффект по области. Это, то есть, нескольким магам может восстановить, я так понимаю, здоровье. Так, сейчас подойдем туда. Пластик 60. Looks like the miasma Похоже на blast from миазменные Widow's взрывы Mine. из вдовьей шахты. This is where they trained, Может, они maybe. здесь тренировались? Я так понимаю, где-то, скорее всего, ключ-карта будет в другой локации, да? Халявы не будет. Да, к сожалению. Очень жаль, хотелось, конечно. Вот еще они так положили, да, эту пушку. Просто издеваются. Может быть, здесь будет? Miasma gate. Ворота из маязмы. There's gotta be a way to Должен shut it быть off. способ как-то их отключить. Разблокировать ворота. Да? То есть вы мне даже не говорите, куда идти? На той стороне разблокировать. Ну, по-любому надо что-то делать с реактором, правильно? Как я вот пропустил вот это, я не знаю. Оглушает врагов роботов на один ход. Красная ячейка. Красная ячейка. У нас что стоит? Горение. То есть под роботов надо будет менять. А роботы это кто? Роботы это сборщики. То есть когда мы со сборщиками будем воевать, нам надо будет перенастраивать. Правильно все это дело? Скорее всего, да, вот здесь вот это выглядит. Did something there. Элвис, Something вроде turned что-то off. сработало. Что-то включилось. Главное, я же ходил сюда. Почему тогда не сработало? Что это за белый след?
Не эти ворота. Походу, надо и бежать по белому следу, почему-то мне так кажется. А вон я вижу синюю штучку наверху. Я надеюсь, это ключ-карта будет. Да, детка. Чуть поврежденная, но с виду рабочая ключ-карта. Dan Farless. Where Дэн ISO Фарлес, smasher. перчатка и закрушитель. Да уж, он-то, наверное, сокрушил много всяких изо. Давай по-быстрому сбегаем, заберем лут. Надеюсь, какая-нибудь пушка будет прикольная, чтобы часто серьезные бои будут. Mark IV Digbot. Дигбот, модель Looks like you, 4. Diggs. Похоже на тебя, Дикс. Only Только not не as cool. такой крутой. Разобщение исправителей. Сообща, мы пытались выжить. Стена миазмы укрыла нас от первой семьи, но стала нашей тюрьмой. Исправители начали ссориться между собой. Кого-то пришлось выгнать. Другие, доведенные до безумия преданностью миазме, слышали голоса, призывающие их в дальние уголки Америки и мира. Они уходили, не сказав ни слова, и никто их больше не видел. Вот так вот. Печальная история. Супергранаты. И надеюсь я на что-то очень крутое. Gotta have me some of that. Штурмовая винтовка. Урон 70. Крит 100. Херня. Из плюсов дает 10 киловатт энергии за выстрел. Но в принципе, да, то есть что мы можем сделать? Можем эту винтовку отдать роботу. Да, хотя у робота такая же. Во-первых, все снимаем. Ставим штурмовую винтовку. Вот эту, да. Закидываем сюда урон. 10. Крит из засады нет. По людям возможно. Тут все ситуативно, как бы при стрельбе сверху. Давай пока что этот возьмем. Отдаем сюда нормальную винтовочку тогда. У робота такая же, да? То есть бесшумная винтовка. Что у тебя здесь? Дальность оружия. Дальность оружия тебе, кстати, не надо. Почему скажу? Потому что ты танк. То есть пацан должен стрелять с большей дистанции, чем робот. Что мы тебе можем дать? При стрельбе сверху точно нет, потому что, ну, он будет танковать, и он часто будет внизу стоять. Из засады это только один выстрел, и потом все. Тоже такое себе. И как будто бы по людям, но тоже я не уверен. А тебе вот вместо этого говнеца отбрасывает врагов, да? Мы выдадим 70-100 винтовочку. Самое лучшее, да, что у нас есть. Нет, я хочу... Подожди. Вот это посмотреть. Что мы тебе здесь дадим? Ярость. Вот ярость, кстати, да. Ну, это все тебе... Хотя при стрельбе сверху может быть. Потому что она часто наверху бывает. Но все получается, да? Идем назад. С хороших новостей пацан теперь будет ярость восстанавливать, да? Энергию, точнее. И благодаря этому... О, что это за рука? Благодаря этому будет чаще использовать заклинания. Добро пожаловать в храм исправителей. Начинается ваше обучение. Я Бхаджет. What is this? Это что такое? Здесь вы научитесь управлять миазмой и побеждать в войне против первой семьи. Кто такие исправители?
Орден рыцарей-чародеев, которые защищают слабых, объединяет разлученных и сражаются с первой семьей ради возвращения правды в сломленную Америку. Мы создаем наноперчатки, настраиваем их на нейронные колебания нашего мозга и исправляем миазму. Подобно дирижеру, исполняющему симфонию, мы меняем форму миазмы, успокаиваем ее злость. Но нас, избранных, слишком мало. Лишь те, кто способен добиться абсолютно чистого разума, могут подчинить перчатку. Что такое миазма? Много лет назад изначальные жили в королевстве под названием Америка. Изначальные были сильными, гордыми, но их ненасытная жадность к прогрессу разломила землю и отравила небо. Их королевство пошатнулось. Они умоляли первую семью спасти их. Семья обратила свою темную науку на разработку миазмы. Энергетическая паутина обрела всю Америку, очистила ее небо, искупила ее грехи. Но изначальные не сделали никаких выводов из своих ошибок. Они продолжили загрязнять свой рай. Миазма разозлилась. Она взбунтовалась, превратила королевство в смертельные пустоши. Изначальные разлагались во тьме. Ложь победила правду. Отчаяние победило надежду. Одиночество казалось безопаснее близости. Их эпоха осталась в прошлом. Что стало причиной войны? Весть об исправителях расходилась по стране. Они стали защитниками духа Америки. Теми, кто сражается с несправедливостью в землях беззакония, но несет оптимизм и уверенность в себе. Кто доказывает, что человек способен делать то, что не подвластно богам, управлять миазмой. Первую семью это приводило в ярость. В стремлении похитить силу исправителей первая семья охотилась на рыцарей-чародеев и убивала их. Но несмотря на все усилия, семья так и не смогла разгадать тайну наших перчаток. Что за первая семья? Первая семья — инцестуальный клан лжецов и воров. Корпорация Эдисон, которую 150 лет назад основал технологический магнат Корнелиус Зен, должна была очистить Америку от экологического загрязнения. Но их творение обрело собственную жизнь и эволюционировало в миазму, которую невозможно было остановить. С каждым следующим поколением Америка откатывалась в феодальное средневековье. Но семья Зен продолжала возвышаться. В их распоряжении были все чудеса науки, вплоть до дара бессмертия. Но даже это не насытило их жажду власти. Мы должны их остановить. Да, этот Корнелиус Зен вот как раз и был на заставке, да, на прошлой. Я слышу, как что-то включается. Бежим назад. Мама где-то рядом. Уверен? Она настолько чокнутая, чтобы жить здесь? Ну, она оставила нас и ушла прямиком в бурю миазмы. Так себе не представишь. Великая печать. Что тут? Удалось прогнать мародеров. Пожалуй, на всякий случай останусь спать здесь. Что-то бродило по станции сегодня. Не похоже, что... это я вообще не то читаю, да? Первая семья не успокоится, пока не похитят наши перчатки и наши жизни. Мы решили закрыть весь регион, чтобы защитить то, что осталось от нашего наследия. Спустя 38 дней после начала работы стена была завершена. Изможденные, с перчатками, раскаленными от огромной массы миазмы, которую пришлось собрать воедино, мы в изумлении смотрели на дело своих рук. Чтобы защитить свое наследие, мы нанесли шрам на тело земли.
Но у нас не было выбора. Как я пропустил этот журнал? Может, я еще что-то тут пропустил? Statues. По-моему, это не стат. Подстава. Got my circus twisted. Ребята, что за фигня? А почему я не могу использовать? Походу, это только... Расстояние, да, не хватает? Со снайпа начинаем, да? Проверяем соточку. Вот соточка есть, да? Скрита мы метателя должны убить. Здесь можно оттолкнуть двоих, кстати. И я, наверное, это сделаю. Замечательно. Одного ушатали. Электрошок перчатки. Мне не хочется здесь тратить электричество. Такое ощущение, что мы их убиваем и так. А интересно, вот когда Хапугу я призову, после того, как я вот этих метателей убью, он на меня сагрится или нет? Так, подожди. Дикс уже не может, да, ходить? Как будто бы все-таки надо использовать мысли червя. На сколько клеток? Раз. Раз, два, три, четыре, пять. То есть с этой позиции. Раз, два, три, четыре, пять. Ты не достанешь. Ты можешь встать здесь, тогда ты точно достанешь. Давай попробуем, посмотрим хотя бы, что это такое. Relax and breathe. Relax and breathe. И расслабься, подыши. Заодно скиллы, кстати, его, да, посмотрим. Не очень большое, конечно, количество. Здесь скрита я буду стрелять. А вот это плохо. Подставляем метателя, да? Разделится на следующий ход. Прикольно. То есть нельзя, получается, оставлять ему меньше 60 хп. Я понял тебя. То есть здесь мы добиваем. Они еще взрываются. Я все время забываю об этом. Добиваем, наверное, метателем. Потому что ему пофиг на... Вот отсюда, да? И он будет с этим метателем воевать. Перезарядку. У него 19 щупалец. Прикол. -1, да? Здесь у нас перезарядочка. И слава богу, ты достаешь, да, до лежачего. Единственное, что Диксу надо отойти, как будто бы, да? Куда-нибудь сюда. $98. Раз, два, три. Но я его все равно не убью. 93. Давай здесь смотрим.
критуем или нет. И уже от этого отталкиваемся. Так как не критуем, наверное, Элисом добиваем лежачего. Все, Rough way to улетел. check out. Ну а Дикс тут стреляет. I'm leaky Гаденыш bad. попал. Стреляй. Тебе вон, я цель выделил. А все? Только на 2 хода? Ну, здесь проблема у нас. Потому что если я его не убью, он опять размножится. Тут ты убиваешь, да? С вероятностью 98%, поэтому у тебя идет перезарядка. Перезарядка, выстрел. Следующий ход мы бросок на тебя делаем. Yeah, Diggs did it again. А здесь метателя надо забирать. То есть вот так встаем. Начать с Джейд надо, да? 15% крит. А у тебя тоже, да, 15%? Давай, Джейд, смотрим. I'm going to destroy you and everyone that you love. Она очень жесткая девочка. Да, разделяется на следующий ход. Самое обычное, что нам фланг надо, да, подставлять? Это очень грустно. Но я еще не хочу еще с одним метателем драться. Может, лучше по мне разок попадут? Вот с этой, наверное, позиции, да, на всякий случай. Чтоб кислотой меня не кидали. О, а это хорошо. That's how you do 15% it. сработало. То есть мы можем спрятаться. Проблема, что как нам до метателя до этого добраться теперь? That was low. Not feeling too good. Мы везде в кислоту влезаем. Тут у нас 1 есть second. какой процент? 60%. Ну 60 неплохо, да, я считаю. Но 60 неплохо, но я хочу побольше, естественно. Поэтому... Прикол. Что-то пошло не так, да? Но есть вариант. Есть вариант. Мы делаем так. И делаем вот так. Дик, кстати, умрет сейчас. Но интересно, кстати, будет фишка, да? Он умрет. И возродится с 40 хп. То есть даже лучше, если его сейчас закоцают. Да, вон у него 0 хп стало. У него стало 0 хп. That for healing И он my встал. asthma. Ну-ка. 42. Халявный хил, народ. Кому интересно, обращайтесь, подскажу. Куда нам идти? На той стороне. Пойдем на ту сторону тогда. Посмотрим, что же там нас ждет. То есть это уже вторые ворота, да, открылись? Еще одни остались закрытыми. Хорошая новость. Мы прошли за стену. Плохая новость. Здесь все затянуто миазмой. Снова хорошая новость. Здесь нас ждет мама. Архив исправителей. Ох, ну что, архив исправителей нас ждет. Есть у меня ощущение, что Бхамади не здесь. Она здесь. Я помню, что она говорила мне слово в слово. Когда научишься пользоваться перчаткой, найди меня за гигантской стеной. Там я расскажу тебе, кто ты на самом деле и кем ты должен стать. Обещай мне. Именно так. Мы найдем ее, братишка.
Ой, что-то нас ждет впереди. А что нас ждет? Выглядит как кладбище, да? Я считаю, что мы должны узнать, что это такое в следующей серии. Нам надо обдумать все по поводу миазмы, мамы и так далее. Путь, который мы уже прошли, и путь, который у нас еще впереди. Поэтому поставь лайк, напиши комментарий обязательно. И если еще не подписан, подпишись, чтобы не пропустить то и узнать то, что скрывается за этим кладбищем. Всего хорошего. До свидания.